Всем привет, с вами Лекрит, и сегодня мы собрались поговорить о том, что происходит на нижней линии с точки зрения игрока поддержки в межсезонье 2017-2018. Поехали! Итак, в первую очередь мы начнем с саппортов так называемого S-тира, то есть саппортов, которые являются, безусловно, сильнейшими в данный момент игры. Так перечисляю кто, что и почему. Если мы говорим о Слуку, первый на ум сразу же приходит Леона. Это чемпион, который из-за ускорения меты и из-за того, что новые мастерки на нем отлично смотрятся, является просто нагибатором. Единственная проблема у него возникает, если его загнобили в горле, или против него более сильный танк. А в остальном Леона очень и очень сильна. Как мы будем собирать на нее руны и мастерис? Главное это взять Aftershock в первой ветке, то есть взять основной резольв, взять в нем Aftershock и наслаждаться жизнью. Второй можно взять больше дамага, больше утилити, как вам угодно, но Aftershock это очень и очень важно. Плюс не забывайте, пожалуйста, несмотря на то, что вы очень сильны в ранней игре, рейнджи вас сильно фолкают, поэтому не ловите лишний урон, а дальше влетайте в АДшника и наслаждайтесь своей суперсилой. Дальше. Карма. Абсолютно по-другому играющийся чемпион, но начавший быть сильным ровно по той же причине. Она очень сильно доминирует линию, что в рамках того, что игра сейчас длится меньше 30 минут практически всегда, является основным фактором для выбора чемпиона на роль поддержки. На нее можно брать как Пушинку, так и Метеор, но Пушинка на данный момент выглядит более оптимальным выбором. Что вам нужно? Вам нужно идти и прямо с первого уровня, прямо с начала игры показывать противникам на линии, кто здесь босс. В принципе, никто вас наказать прямо с первого уровня не может, поэтому наслаждайтесь. Третий по номеру, но не по значению, это господин Тарик. В чем его сила? Он же не такой сильный, спросите вы на линии. А вот нет. Во-первых, против чемпионов ближнего боя Тарик наносит очень и очень приличный урон благодаря своей пассивке и измененным количеством базовых характеристик. Во-вторых, Тарик на данный момент является чемпионом, который получил огромный баф своего ультимативной способности благодаря шапке, которая снижает кулдаун ультимейта вплоть до 15%. Что на нее брать? Есть различные вариации, экспериментируйте, что больше подходит вам. Но Пушинка дает самое большое количество на данный момент урона или щитов. Если же нет, то берите Защитника или Гвардиана из-за резольва. И, конечно, последний по номеру, но и по значению, саппорт с знаменитыми 38% винрейта, сколько там у него сейчас, это МФ. Несмотря на то, что МФ очень низкий процент винрейта на позиции поддержки, и очень высокий на позиции стрелка, в том, что она так же, как и Карма, является очень сильным лейнбулли чемпионом. Если у противника нету исцеления на линии или щитов, то в такой ситуации вы становитесь невероятно сильным чемпионом поддержки. Если же щиты есть, то брать ее строго не рекомендуется. Брать можно как Метеор, так и Пушинку. Метеор, конечно же, лучше. И собирать через полный урон, то есть леталити и так далее. Переходим к А-тиру. В мету вернулись некоторые танки, которые раньше стали слишком слабыми из-за того, что не могли танчить урон. Теперь они все еще не очень хорошо танчат урон, но уже значительно лучше, потому что игры стали короче, а значит, значимость способностей в вопросе поглощения урона увеличилась. Во-первых, это Кенч. Чемпион, который благодаря последним изменениям снова стал иметь возможность наносить урон, и это очень круто. Напоминаю, что Riot Games также бафнули его во время межсезонья. Что на него брать? Попробуйте Guardian. Это заклинание, которое отлично синергирует с UW и позволит вашему АДшнику жить еще немного дольше. Далее есть Алистар. То же самое, что на Леоне. Вы очень сильные после третьего уровня, а не после второго, как, например, Леон. У вас меньше урона, но при этом вы затанкованы, сильны, но не настолько жесткие, как Леона, чтобы наказывать противников, поэтому всего лишь А-тир. И третий по номеру, но не по значению, это Браум. Чемпион, который является на данный момент одним из самых сильных танков на нижней линии, потому что стрелки заполонили планету со своим уроном. Вот, собственно, наверное, и все, потому что Бетти означает, что вы идете уже в неизведанные глубины, где чемпион становится значительно слабее. Но, тем не менее, я бы хотел упомянуть Трэша, который находится между А и Б тиром. Он сильный сейчас достаточно с Афтершоком. Малое количество его статов стало чуть менее критичным, поэтому что? Правильно, на Трэше можно играть, но против танков у вас могут возникнуть закономерные проблемы, которые возникали и раньше. Всем спасибо, кто смотрел. Если вам понравилось видео, подпишитесь на канал, потому что больше подписчиков, больше контента. Это факт. Всем спасибо. Пока.